Не прошло много времени. Очередная поломочка. Уже начинаю привыкать. Вот, это генератор. Ремень только недавно поставил новый. Шкив генератора вылетел, уперся в корпус машины. Теперь надо его снимать. Смотреть, что с ним. Рукой он даже не шевелится. То есть наверняка что заклинило. Будем снимать. Чтобы генератор снять, надо полмашины разобрать. Скажу сразу, перед тем как менять, снимайте сразу бампер, потому что одно за другое тянется, будет легче доступ и снимать будет все проще. Я вначале не снял, но лучше снимите сразу, меньше проблем будет. Достал ремень просто порвало, когда заклинило генератор. Снял патрубки. Теперь надо оценить этот разъем, открутить крепление, вот это все, брать провода в сторону. Первым делом отключить батарею. Сначала отключаем и потом будем скручивать все провода. Снимаем переднее колесо со стороны генератора, снимаем подкрылок. Все так же в том видео, когда мы меняли ремень, то же самое. Ремень тоже будем ставить, поэтому все так же самое. Снимаем провод с компрессора, то есть разъем отсоединяем. И тут вот он еще висит на клипсе сверху, тоже надо будет отщелкнуть. Провода свободные. Отсоединил я провода все, вот они сбоку, все положил здесь, здесь, вот, сверху, чтобы не мешали. Теперь здесь вот один болт, второй под натяжителем. Я уже начал откручивать натяжитель, снимать натяжитель ремня. За ним вот второй болт тут, здесь он находится, там отверстие видно. И третий болт снизу. И затем, скорее всего, что придется снимать и это, потому что, наверное, не пройдет. Посмотрим. Чтобы снять вот этот радиатор, тут вот стоит такая защелочка сверху. Но чтобы его снять, нужно снять вот эту вот пластмассу. Вот, за бампер крепится. Снял трубку, вот она. Значит, отщелкнул сначала здесь. Когда начал отщелкивать на радиаторе, полилась охлаждающая жидкость, поэтому ставил обратно, как было. Единственное, что развернул его и вытянул вверх. Теперь этот радиатор, значит, сюда он вынимается вверх, то есть все высвободил, просто вынимаем его аккуратненько вверх. Вот так вот. Теперь у нас стало попросторней. Скрутил успешно 3 болта, но оказывается их тут здесь 4. Четвертый вон там. То есть туда никак не подлезешь. Вообще невозможно. Придется, наверное, снимать бампер и через переднее отверстие добираться, потому что на одном креплении крепится и компрессор, и генератор. Снял бампер, такая красота получилась. Теперь у меня доступ был с этой стороны. Чтобы выкрутить тот болт, очень сложно. Тут трубы мешают, в общем, все не подлезешь. Снять это все вместе тоже. Здесь 2 болта. И за компрессором еще 2. То есть нужно компрессор снимать. Лучше снять компрессор, вот эти 3 болта. Не знаю, видно, не видно. Вот. Открутить их, снять, опустить компрессор и потом открутиться только. Будем откручивать. Открутил компрессор, висит в воздухе. Ну, теперь будем ключиком долбаться, выкручивать этот болт с стороны. В общем, после того, как снял компрессор, добрался я до этого гребаного болта, руками выкрутил его. Вот его крепление нижнее, то есть 2 болта стоит. И вот его крепление верхнее, тоже 2 стоит. Свершилось чудо. Достал я это дерьмо.
Значит, в каком оно состоянии? Состояние вот какое. Развалилось все. Вал на месте. Еще не разбирал. Что-то там тихонечко залинкает. Ну, люфтов нету. Люфтов нету. Вот проблема вот эта. Ну, сколько с ним возиться, даже не знаю. Ну, скорее всего, что мне проще заказать другой генератор. Просто времени нету, надо ездить да поставить. Поэтому дальше видео не вижу смысла снимать. Генератор новый ставится. И собирается машина в обратном порядке. Не забывайте подписаться.